Со стороны Российской Федерации сделано заявление министром иностранных дел Лавровым. Он заявил, публикует это телеканал «Дождь», он заявил, что возобновление переговоров с Украиной не является приоритетом номер один. Об этом глава... А почему так? Кстати, вот сразу хочется задать вопрос, а почему возобновление не является приоритетом номер один? И еще раз, это не просто появление какой-то новой темы, а возобновление. Это все равно, как вы разговариваете, мне кажется, с человеком, и вдруг он, там, не знаю, может у него подучая, да, как в древности называли эпилептию. Может Лавров эпилептик, может он просто его, когда в себя приводит, там, пошлепали по щекам, он в себя пришел, и у него как бы, да, но у него перезагрузка данных идет. Он перезагрузился такой, и то, что вчера было еще просто прерванным разговором, сегодня у него уже не приоритет. Ну, просто уважаешь себя человека, если он начал разговор, он его заканчивает обычно. Ну, допустим, отказывается от переговоров, или соглашается, или продолжает. А он говорит, это не Вот вы разговариваете с каким-то человеком, и вдруг он такой, понимаете, то есть у него в глазах что-то закрутилось, цифры какие-то, да, там матрица у него заработала, и он такой, это не приоритетно, и все. И он переключился на что-то, может, в космос, в космические дали ушел, может, там подключился к каким-то сигналам. То есть как-то, я понимаете, как фраза построена, ну, я не знаю, может быть, это так телеканал «Дождь» преподносит, потому что это не приоритет номер один. А зачем ты занимаешься тем, что не приоритетно-то? Зачем тогда нам нужен такой неприоритетный, да, или нет? Ну, очень странное заявление, но, опять же, может, вырвано из контекста, я сам не смотрел, я им не интересуюсь. Об этом глава России, ну, просто за ним нету дел. Я не знаю, кто это такой. То есть я знаю, что это министр иностранных дел. К нему черти кого он там набирает к себе на работу, там есть такой Островский, клейма негде ставить, очень странное использование вещей, там, ну, официально там катается на вертолетах, короче говоря, машины покупает, ну, такие там коррупционные связи за ним подозревали, Лавров его себе берет по административно-хозяйственной части на работу там в МИДе. Ну, в общем, странно, у него есть помощница там Захарова, пресс-атташе, то танцует, то пишет какие-то песни какому-то Фадееву, глухому автору, которого Пугачев... Ну, то есть она высказывается, вот этот Лавров высказывается совершенно не по теме, вообще непонятно, его никто не спрашивал. Ну, все знают, что он армянин, многие не очень понимают, что он делает в России, а не в Армении. Министр иностранных дел должен, наверное, свою культуру как-то продвигать. Ну, как ты будешь чужую продвигать? Ты ж можешь, у тебя может не получиться что-то важное. Но у него, слава богу, вообще ничего не получается. Я просто не слышал, чтобы он, ну, хоть что-то, чтобы его цитировали во всем мире, о, какой сильный, значит, переговорщик, который решил какой-то вопрос, который невозможно было разрешить, о нем вообще никто ничего не знает. Он все время, он только, вот знаете, чем он известен, если кто-то не из России? Тем, что он матюкается. То есть журналист, когда подойдет, он его возьмет, обзовет. Вот все, чем он известен. То есть вот так вот вспомнить, его старшее поколение знают, что он как какой-то был обаятельный. Ну, как, наверное, в молодости, я не знаю, он сейчас старый, как черт что. И вот, ну, как-то мне попадались люди, там, Лавров, он такой, он очень интеллигентный. Сейчас кому скажи, никто не понимает, что это матершинник, какую-то ерунду скажет. А самое главное, что высказывать свои мнения на темы, которые вообще не имеют отношения к его работе. У него то ли старческие заболевания какие-то, может там, да, ну мало ли что, дай бог здоровья. Но он берет и говорит, я не вижу целесообразным, чтобы в Россию завозить меньше, чем 1 миллион мигрантов в месяц, вообще не разбирая каких мигрантов. Он буквально так не говорил, но он это говорил на фоне того, что есть глава Следственного комитета Бастрыкин. Такой вот, значит, он высказался, что по миллиону завозить, мы не можем проверить, что это с границами, чуть ли там не диверсия какая-то, так уже люди делают вывод. И вдруг выходит вот этот Лавров и говорит, нет, нецелесообразно прекращать поток. Ну как-то, вот, это очень странно выглядело. Это выглядело даже не так, что он плохой или хороший, а как, что он нездоров просто. Да как все так обернулись, что тебя вообще кто спрашивал-то? Это ты что, миграционными вопросами занимаешься? Ну, такой странный. Министр иностранных дел, ты иди хоть один вопрос реши. У нас все страны, так вот из России этот вопрос иной раз возникает среди народа. Но у нас со всеми странами отношения испорчены при твоем присутствии. Может, твое присутствие уже как-то превратить в твое отсутствие, уже некоторые задаются вопросы. Не говоря уже о скандалах, что он вообще решает какие-то полууголовные, какие-то личные вопросы. Там чья-то какая-то сестра, там какого-то Усманова, узбека. Это другая страна, просто Узбекистан. Ну, правда, ну, короче, это очень странно. И вот этот Лавров что-то заявил. Я так не мог не сделать эту вводную, чтобы вы поняли, что это вообще не пойми кто, но который имеет какой-то вес. И он занимает какую-то довольно серьезную должность, в которой для самой должности он, похоже, о нем ничего нельзя сказать. То есть ни хорошего, ни плохого. Ну, плохого, ну, испорчены отношения со всеми странами. А хорошего, не знаю. Напишите, кстати. Короче говоря, что нам публикуют? Вот теперь давайте ознакомимся. Есть люди, которых все узнают, а есть те, о которых приходится рассказывать. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил на Антальском дипломатическом форуме. По его словам, Москва никому не навязывала переговоры. И их возобновление не является приоритетом номер один для России. Так, стоп. Для какой России? Товарищ армянин.
да, при всем уважении к вашей нации, я не понимаю, что вы заблудились в Российской Федерации, вы говорите о России или о Российской Федерации. Россия – это народное население, которое проживает на данной территории, такое мононациональное это государство, насколько я понимаю, Россия, или поправьте меня, это там живет русский народ, государство образующий, и вот затесался какой-то армянин Лавров еще. Ну, дай бог ему здоровья. У нас гостеприимный народ. И что насчет народа, который чем там не заинтересует, что он несет вообще? Значит, Россия, то есть народ, люди. Он вообще помнит, как эти люди выглядят? Он что с ними, как встречи проводит? Я, кстати, не знаю. Пишите, кто встречался с Лавровым, разговаривал. Воспринимает, откуда он взял эту информацию? Как люди что-то воспринимают? Воспринимает позитивно возможность возобновления переговоров в Стамбуле. Россия. Нет, Лавров. Россия – это русские люди, государствообразующий народ, который, ну, я не знаю, что там возобновлять. Вы в первый раз ничего там не сделали в Стамбуле. Лавров, вы ничего не умеете. Вы двоечник. Вы что-то были в Стамбуле, а результата никакого нет. Если бы Россия, люди России, я, кстати, пишите, люди России, я же не знаю ваше мнение, я вот не собираюсь, я не Лавров, я, так сказать, не знаю, как вы относитесь к ситуации, поэтому пишите, как вам еще в Стамбуле потусуется Лавров, ему, наверное, нравится в Стамбуле тусоваться, я не знаю, но толку никакого нет, найти причины, почему толку нет, можно, но это не нужно, потому что политик, особенно, который занимает, это вообще, это верх мастерства политического быть министром иностранных дел. Ты должен быть гением. Ты должен поехал в Стамбул, и весь мир другой. Он поехал в Стамбул, или кто там ездил, и весь мир такой думает, что туда ездил. Он говорит, надо еще раз поехать. И причем он говорит, что это не он думает, а что это Россия думает. 140 миллионов людей думают, что Лавров надо, чтобы поехал в Стамбул. Может быть, люди и думают, что надо, чтобы Лавров поехал в Стамбул, и уже там и остался. Я не исключаю, что так и в Армении думают. Потому что для Армении он тоже ничего полезного не сделал. Там вопросы задавали по поводу Нагорного Карабаха, от людей очень интересует. Но он и там какой-то ненужный. Или нет? Вот, кстати, серьезно, меня запутала эта новость. Я не люблю вот так вот новости. Она есть, и все, я такой согласен. Да я не согласен, я не понял половину этой новости. Что знает об Украине Лавров? О нашем славянском мире, который может ссориться, может мириться. Что там такое? Ты со своим Нагорным Карабахом разобрался, Лавров? Ты куда лезешь? Ты зачем лезешь в то, чем ничего не понимаешь? Или понимаешь? Тогда почему ничего не можешь? Решил ехать в Стамбул. А первый раз съездил, почему не получилось? Да, еще раз, у меня куча вопросов. Он как двоечник, который пришел такой, а давайте еще раз попробуем. А что попробуем? А ты готовился? А он готовился. Он готовился к Стамбулу-2. Ну, к Стамбулу-1, видимо, нет, а к Стамбулу-2. То есть это как прийти на переэкзаменовку такой. К преподавателю, а можно еще переэкзаменовку? Причем там через 2 минуты после провального экзамена. А ты что, уже подготовился? Вы были такие, кто-нибудь? Пересдавал когда-нибудь? Вам же обязательно зададут вопрос, а ты там уже готов там? А он что, уже готов? Вот у меня один вопрос. Не знаю, пишите, что вы думаете, готов он или нет. Кто видел, что он готовился? Увидимся.